Здравствуйте, уважаемые зрители! Я бы хотела представить вашему вниманию такую интересную тему, как заболевание бешенством. К сожалению, в нашем 21 веке до сих пор люди не знают, насколько это заболевание опасно. А это очень опасное заболевание, которым болеют и люди, и животные. Притом абсолютно все виды животных подвержены заболеванию бешенством. Заболевание до сих пор является неизлечимым. Неизлечимым ни у кого, ни у людей, ни у животных. С момента появления клинических признаков нету, к сожалению, ни одного выжившего человека от этого заболевания. Заразиться им можно. В России каждый год регистрируется несколько случаев заболевания людей бешенством, и все они, к сожалению, с летальным исходом. Чтобы уберечь себя, очень важно соблюдать меры профилактики. Они настолько очевидны, что мы даже не задумываемся о них. Но, тем не менее, для простого обывателя почему-то эти вещи не очевидны. Это такие вещи, как заражение бешенством. Заразиться бешенством можно не только от злой, агрессивной собаки, волка или лисы, которая бросается на вас. У бешенства есть несколько форм, в том числе форма ласковая, когда из леса вдруг выходит лисенок, милый, дружелюбный, очаровательный, и идет ластиться к людям. И люди гладят его, кормят, и он облизывает их руки. А слюна этого животного уже содержит в себе вирус бешенства, смертельно опасный. Попадая в ранки, попадая на слизистую, даже если не было факта покуса, он вызывает смертельно опасное заболевание. И если человек вовремя не начал экстренный курс вакцинации, то заболевание закончится в 100% случаев летальным исходом. Будьте, пожалуйста, бдительны. Если вы видите дикое животное, которое ведет себя нехарактерно, которое выходит из леса, которое идет к людям, не надо общаться с ним, не надо его трогать, а лучше укрыться в безопасное место и обратиться в органы власти. Если же у вас у самих есть домашнее животное, кошечка, собачка, то крайне важно профилактически, ежегодно делать прививочку от бешенства. Эта прививка является обязательной по законодательству Российской Федерации. И ее можно сделать бесплатно в любой ветеринарной государственной клинике. Один раз в год каждое животное, даже которое не выходит из дома, должно быть вакцинировано против бешенства. Это безопасность. И это очень-очень важно, потому что это безопасность не только вашей кошечки, вашей собачки. Это безопасность прежде всего ваша. Это сохранение вашей жизни, так как, повторюсь, вирус очень опасный и неизлечимый. И в нашей стране он есть, и в Москве он есть, и в регионах. Хотелось бы также обратить ваше внимание, что любое домашнее животное, даже имеющее хозяина, может быть заражено бешенством, если не сделана профилактическая прививка. А также даже милые белочки, ежики, крысы, мыши, ондатры, абсолютно все животные подвержены заболеванию бешенством. И это крайне опасно кормить белочек в парке, общаться с дикими и не имеющими хозяев животными, в том числе с кошечками, с собачками, даже которые выглядят добродушно и безопасно. Крайне важно, чтобы вы донесли эту информацию до своих детей, до своих пожилых родственников, которые, возможно, не являются пользователями интернета и не увидят это видео. Любое животное может заболеть бешенством и стать переносчиком. Крайне важно это понимать и оценивать все риски. Будьте, пожалуйста, бдительны. Давайте все вместе постараемся и сохраним свою жизнь, жизнь своих домашних любимцев и жизни окружающих. Спасибо за внимание.